Мы с вами в вентиляцию забрались, про нее продолжим. А обратно в трубу выхлоп собирался, труба шла в том направлении. Вдалеке слышим звук после воды. Лопасти приточно-вытяжной вентиляции работает. Трубами сейчас уходит следующий блок, который посетим вскоре. Раньше все здесь проходило. Труба выхлопа, труба приточно-вытяжной вентиляции, еще одна труба фильтрации. А отфильтрованный воздух, он распространялся через узкие ходки наверх. Вот как проходили, по правой стороне видели подъем. Там сеть вентиляционных коллекторов, которые уходят еще обратно над всеми блоками, которые прошли. И как раз по ним трубы фильтрации проходили. Но, как видите, мы все вместо этих труб с вами сейчас стоим. Те трубы министерские на капремонте еще утащили. Поэтому те ходки мы не используем особо совсем. Придется там ползти-то по грязи, конечно. Да. Не будем в этот раз. Давайте следующий блок лучше пройдем, где чистим. В советский период в этом блоке находилась телефонная станция. Она принимала провода телеграфных аппаратов того блока, что нынче рестораны, раньше где телеграфистки работали, через этот ход. Сигнал усиливался, и проводами потом шло все в том направлении. Там мы уже с вами были, когда от вагонетки начали шагать до блока с палаткой, была развилка в левую сторону. Свернули бы, оказались сразу здесь. А в то время в обратном направлении шли трубы с проводами, и как раз в той гермодвери, как я вам подсвечивал, спиленные трубы, раньше они, конечно, не были спиленными, и по ним вся связь уходила непосредственно на кольцо. На кольце каждый стоял хоть раз у первого вагона, считали провода в туннелях. Пара на освещение станции, на эскалатор, а остальные куда? Но остальные бывшие спецсвязь этих объектов, он болтается не то как медь. Демонтаж, повторное использование нерентабельно. Поэтому метро у нас тоже музей не только красивых станций, наутилусов различных, а еще и музей меди в том числе. Так система вся была устроена. Кольцо как связующий элемент дальнейшего распространения связи и удобной формы. 3 объекта на кольце. Конкретно здесь под правительство еще делали места, потому что именно Таганка ближайшая точка кольца от Кремля. От Кремля до желтого здания по поверхности на транспорте 5 минут езды. Времени достаточно, как в эпоху бомб, когда объект создавался, лететь часа 4 в ближайшей базе Рамштайн, Германии и так далее. Так, в эпоху ракет средней дальности из Турции лететь минут 17 было. Но оповещение почти сразу проходит, поэтому за 5 минут приезжает, спускается и управляется вновь. Поэтому так, чисто технически оно устарело по глубине, разве что, а территориально относительно Кремля это очень удобное место. Ну что ж, продвигаться будем уже ближе к выходу. Как раз по ходу сейчас посмотрим выход бывших гражданских на поверхность. Пойдем несколько в обратном направлении. Вот сейчас будем спускаться. Когда поднимались с одной стороны вверх были, сейчас будут с правой. Туда не заходим, там старая советская гидроизоляция гудроном стекает, со стен уже десятки лет, еще десятки лет стекает.
прислонимся, выбрасываем сразу всю одежду. Там такая матрешка была. Карта. То есть в случае ведения ядерной войны люди были бы изолированы от внешнего мира, но, конечно, почти у 100% на поверхности кто-то из семьи бы остался и умер бы после взрыва. Мало ли что у кого случилось бы с головой, вот туда бы посадили, чтобы не мешало остальным работать. По выходу с объекта, конечно, бы забрали, советские люди гуманные люди, конечно. Пора двигать. Здесь нас встречает остаток вентиляции советской эпохи. Приточно-вытяжной с клапаном интересным. Закрывался бы он на первые 72 часа с момента взрыва, чтобы полностью предотвратить подачу воздуха с поверхности. Ну, спросите, а зачем? Специальные фильтры-то были для защиты от радиации. Но, правда, с момента взрыва в воздухе было просто огромное количество радиации, и фильтры со своей прямой задачей бы не справились, сломались бы, и все померли бы. Чтобы в дальнейшем их использовать, нужно было сперва обезопасить. Самый надежный способ вот такой. Но все-таки дышать надо как-то первое время. Под землей кислород не образуется. Дышали бы ящиками регенерации кислорода, которые мы с вами обнаружили еще в музейном блоке. От пола бежевого цвета стояли. А за 72 часа большая часть частиц входит в землю, клапан открывали бы и уже пускали воздух через фильтрацию. В целом объект проработал бы с момента атаки 30 дней. Это не от фильтров зависело, а от задач поставленных. За 30 дней всю планету ответ можно в кратеры превратить. Нужно было его покидать. Покидали бы через кольцо, выходили бы в другие ветки и полностью потом из зоны поражения. И тут восстанавливаем справедливость информации. Все думают, о, чувак, как десятки лет в метро. Ну, романы эти выкидываем, игры удаляем. Метро, расчет идет на 1,5 дня. И даже этого времени достаточно, чтобы уже выдвинуться и покинуть зону поражения без особого вреда для здоровья. Полураспад. Он проходит каждую секунду, полураспад. Да, потом со временем он увеличивается. Но первые 1,5 суток достаточно, что, во-первых, большая часть самых опасных элементов альфа-бета-частиц вошли в Землю. И гамма-излучение уже было не настолько большим, как с момента взрыва. Ну, естественно, двигаться нужно потом от эпицентра. Это легко можно понять по наклону падения домов. Вот куда упали, туда и двигаться. Да. Поэтому 30 дней это на самом деле шик. И только для таких объектов, потому что им нужно было задачу выполнять, конечно. Над нами следующее. Приточно-вытяжная вентиляция современная, которую только что видели в том блоке. И у стены труба откачки грунтовых вод. Водичка у нас уходит в дренажные системы Москвы, в ливневке, не в канализацию. В ресторанном блоке там им проходили, там туалеты и есть, а они в канализацию наверх.
А с грунтовой водой так поступить мы не можем, потому что, напоминаю, мощность насосов 140 кубов в час. В открытом типе включить, поставить, столб воды будет стоять 100 метров, не шелохнется. Легко представить, что было бы с санузлами соседних домов, если в канализации все это воткнуть. Заменщик окон потребовался, конечно. Дверки. Через них поступали телеграфистки с поверхности. Там наверху наш второй ствол. Домик кирпичный, без окон, 3,5-этажный стоит. Сейчас как ствол вентиляции второй. А в то время в него завозили телеграфисток в автобусах. Автобусы тоже были без окон. Гражданские не должны были знать, что работали конкретно по центрам Москвы. Ну, потому что за смену 500 девушек, не меньше, чем 4 смены, куча народу, кого обучать моментам сохранения секретной информации. Абсолютно ненужная задача. В другом исполнении тоже не представляется возможным, потому что легенда должна крыться в обе стороны. Для окружающего пространства в первую очередь. Ну, представьте, 8:30 утра, станция Таганская кольцевая, ровным гуськом 500 девушек шли бы в маленький кирпичный дом, а рядом бы сидела бабушка, смотрела объем домика на объем тела каждой девушки, умножить на 500 как-то не влезает. Легенда бы сразу лопнула. Поэтому, да, под эгидой того же склада в самый раз грузовички. Ну, что такое автобусы без окон? Это грузовик. Заезжают, выезжают, нет никому абсолютно никакого дела. У желтого здания тоже легенда имелась в обе стороны. Надпись была «Военная библиотека». Думали все, что их просто литературу сюда послали из частей почитать. А если опять бы кто проследил бы, а как бы, да, что... то они выходили на поверхность. Военные знали, что работали конкретно по центру Москвы, но пищу принимали в воинских частях. Выходили и двигались в сторону как раз части. Поэтому, если кто проследил, то он бы видел, что ну, его послали почитать, он почитал, возвращается в часть. А он в это время пообедал и возвращается обратно сюда. Подумали, значит, не дочитал, послали еще раз. Все в обе стороны было закрыто, да. Конечно, такие объекты должны быть и сейчас, товарищи. Пока есть ядерное вооружение, есть и бункера. Что, где, как, на какой глубине, вот они узнают лет через 50 наша молодежь. Когда очередной рассекретит, сделают музей, посетят, посмотрят, как было в том далеком 24-м году, какие там интересные легенды были, будут, есть сейчас. Поэтому телеграфистки, они вот поступали. Да, домик-то, конечно, можно посмотреть, прогуляться-то. Когда выйдете из музея сегодня, напротив школы, за школу по правую сторону, по забору во дворы зайти, там как раз этот домик и стоит. Здесь у телеграфисток документы проверяли, и шли они работать на свои блоки в том направлении. И мы будем туда продвигаться. А тот ходок, правда, мы уже с вами знаем, по его обратной стороне. Будем замыкать. Товарищи, мы с вами познакомились с такими объектами, как противоатомные бункера. Всем вам мирного неба над головой. К нему можете возвращаться. В экскурсию больше уже не входит, но желание, если есть, можно пройти. Вход в меню лежит, там у них какие-то еще бонусы иногда бывают. Можно зайти осмотреться. Если, конечно, сразу к мирному небу, напоминаю, осталась крайняя часть экскурсии для вас, товарищи. Как говорил в самом начале, ощущение мирного неба через подъем по лестнице. Всем удачного дня! Лифт уже был. Так, кто сытым хочет налево, кто спортивным прямо. Лифт никуда. Лифт не предусмотрен. В любом случае подняться дальше.
Нет.